Маленькая девочка по имени Лиза всегда была жизнерадостным ребенком. В детском саду у нее было много друзей, и она с нетерпением ждала каждого дня, чтобы поиграть с ними. Но однажды родители сообщили ей, что садик закрылся на ремонт, и Лиза должна будет проводить время дома. Это известие огорчило девочку, ведь ей не хватало общения и игр с друзьями. Понимая, что они не могут уделять Лизе достаточно времени из-за своей работы, родители решили нанять няню, которая могла бы заботиться о девочке, пока шел ремонт в садике. Они долго выбирали подходящую кандидатуру и, наконец, нашли женщину по имени Анна. Она выглядела доброй и общительной, и Лиза, встретив ее, сразу почувствовала симпатию. На следующий день, когда родители вернулись с работы, Анна уже покинула их дом. Лиза, казалось, была в порядке, но вскоре родители заметили, что девочка стала какой-то замкнутой и неразговорчивой. Они решили, что это всего лишь следствие смены обстановки и что со временем все вернется на круги своя. Однако на утро следующего дня, когда Анна пришла снова, Лиза начала плакать и прятаться за спину родителей. Они были в недоумении. «Почему ты не хочешь оставаться с няней?» — спрашивала мама, но Лиза лишь крепче прижималась к ней. Родители попытались уговорить девочку остаться с няней, уверяя, что все будет хорошо. Вечером, когда Лиза снова замкнулась в себе и не желала ни с кем общаться, родители начали беспокоиться. Они решили, что что-то не так, и решили выяснить, что происходит. Сначала они говорили с Лизой, но она лишь молчала и смотрела в пол. Тогда они решили просмотреть записи с камер видеонаблюдения, установленных в доме. То, что они увидели, повергло их в шок. На экране появилась сцена, где Анна, вместо того, чтобы играть с Лизой, брала ремень и била девочку. Сердца родителей сжались от ужаса, и они не могли поверить, что такое происходит в их доме. Сразу же после просмотра записи они написали заявление в полицию, сообщив о жестоком обращении с детьми. Им было страшно думать о том, через что прошла их дочь, и они знали, что должны защитить ее любой ценой. Няне грозило тюремное заключение за ее ужасные поступки, и родители надеялись, что она понесет наказание за свои действия. После этого случая Лиза начала постепенно возвращаться к нормальной жизни. Родители старались окружить ее заботой и любовью, и вскоре девочка снова стала улыбаться и играть. Они решили, что больше никогда не позволят никому причинить вред их дочери. Лиза поняла, что ее родители всегда будут рядом, и что она в безопасности. Это стало для них важным уроком о доверии и защите, и они были готовы сделать все, чтобы обеспечить своей дочери счастливое и безопасное детство. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.